Добрый день, дорогие пекари! Очень уже давно и много раз меня просили о рецепте булочек за 9 копеек на закваске. Булочки за 9 копеек – это то, что продавалось в хлебных магазинах, булочных в нашем советском детстве. Кто еще это помнит? Это были очень легкие, нежные, такие волокнистые, с желтым ароматным мякишем и, кстати, с небольшим количеством изюма булочки. Я сделала вариант без изюма. Если вы любите изюм, можете добавить. Я решила сделать их такими. И сегодня мы с вами разберем этот замечательный рецепт. Для приготовления булочек за 9 копеек на закваске нам понадобится молоко, вода, желтки, соль, сливочное масло, сахар, ванилин, конечно же, мука пшеничная высшего сорта, поскольку у нас это сдоба, и понадобится закваска, из которой я уже сделала сладкий стартер. Вот здесь у меня сладкий стартер, его 200 граммов, я приготовила его заранее. То есть я утром сегодня смешала все ингредиенты, прошло 8 часов, он у меня прекрасно поднялся, увеличился примерно в 4 с лишним раза, и можно начинать замес. В чашу миксера отправляю весь сладкий стартер, как уже сказала, 200 граммов. Добавляю 15 граммов воды. 75 граммов молока и 395 граммов муки. Обязательно кто-нибудь придерется, почему 395 граммов муки, а не 400, потому что это пересчет дрожжевого рецепта. Часть муки уже есть в сладком стартере, и для точности у нас 395 граммов. Можно начинать замес. Как обычно, я всегда начинаю замес на минимальной скорости, выставляю время 10 минут для ориентира и наблюдаю за тестом. Как и в случае с дрожжевым рецептом, быстро становится видно, что тесто очень сухое, жидкости в нем мало. Начинаем потихонечку добавлять желтки, всего желтков 65 граммов. Прошло 10 минут от начала замеса, желтки вмесились, начинаем добавлять сахар понемногу и также по кусочку добавляю масло. Каждая порция должна вместиться. Если вот так крюк вращается в пустоте, остановите и перераспределите тесто руками. Примерно в середине замеса с маслом и сахаром, с очередной порцией сахара, добавляем ванилин. Пакетик у меня 2 грамма. И также добавляем очередной кусочек масла. В самом конце замеса с последней порцией сахара добавляю соль, оставшийся сахар и последний кусочек масла. После этого замешиваем еще 3-4 минуты. Тесто у меня окончательно замесилось. Смотрите, какое красивое, гладкое. Как всегда, смазываю миску подсолнечным маслом и выкладываю готовое тесто. Очень красивая у теста текстура. Оно и плотное, и одновременно очень нежное. Видите, очень хорошо развитая клейковина. В нем прям как будто жгуты внутри. То есть тесто замесилось хорошо. Укладываю. То есть видна направленность структуры. Жгуты — это не значит, что оно жесткое. Просто есть направленность структуры. Сама себя поправляю, то неправильно поймут. Накрываем крышкой, оставляем бродить на 3 часа. Можно сделать обминку через час. Можно не делать. Через час еще особо брожения не будет. Поэтому как вам хочется. Накрываем крышкой обязательно. Через 3 часа брожения теста давайте на него посмотрим. Заметного брожения еще нет, но тем не менее я буду формовать. Чуть-чуть смазываю маслом стол, выкладываю тесто. Также буду делить на 10 частей, как я делала с дрожжевым. Поделила на 10 заготовок, теперь нужно округлить. Можно, кстати, сделать предформовку и формовку. Так что я сейчас делаю округление такое черновое, потому что много у меня обрезков. Это предформовка. И следом сделаю формовку. Приготовила уже форму, смазала ее топленым маслом, чтобы булочки у меня не прилипали. То есть смотрите, когда у вас много срезов, много довесков, чтобы однородным получилось тесто, можно сделать сначала черновое округление, предформовку, а потом еще раз сформовать. Можно было, кстати, сделать 12, чтобы лучше они легли в форму и меньше были размером. Вообще эти булочки по стандарту весом 90-100 граммов, поэтому я решила делать близко к 100 и не захотела мельчить. Теперь уже округляем окончательно. Тесто очень послушное.
Такое практически пластилиновое, пластичное очень. Закатываю шов, прокатываем по столу между пальцами, чтобы закатать шов снизу. И получаем вот такой результат. Укладываем булочку. Расстояние между ними оставляем около сантиметра. Эти булочки по стандарту должны слиться воедино, то есть у них должен быть не просто притиск, а они должны выпекаться единым таким пластом. Сформовала все булочки, уложила. Видите, тут у меня пустота. Сюда я положу из фольги такие бортики сделала, чтобы булки слишком сильно не расплывались. И дальше нужно чем-то накрыть. У меня есть точно такая же вторая форма. Я переверну ее и накрою такой формой. Если затягиваете пленкой, смазывайте ее маслом, чтобы у вас булочки, когда прикоснутся, не прилипли к пленке. И что важно, оставляем на расстойку на всю ночь. Температура должна быть порядка 22-23 градусов. На всю ночь это около 10-12 часов. Наступил следующий день. Смотрите, как расстоялись булочки, красиво увеличились, очень все ровненько, аккуратненько. Духовку я уже разогрела на 180 градусов. Буду печь при постоянной температуре. Режим вверх плюс низ, примерно минут 25-30. Сейчас нужно смазать булочки. Здесь у меня яичный желток с небольшим количеством водички. Смазываем поверхность. Смазка поверхности позволяет ей растягиваться во время выпечки. За счет этого булочки поднимаются выше, и корочка получается глянцевая и блестящая. Все смазала, отправляю выпекаться. Булочки мои готовы. Смотрите, как красиво они поднялись, слились. Красота. Пеклись они 30 минут, плюс я еще дала немного времени только на нижнем нагреве, чтобы точно снизу все пропеклось. Сейчас оставляю их минутки на 3 и затем буду доставать из формы. Так, давайте вытаскивать. Оп, красивые, пропеченные со всех сторон. Убираю фольгу и оставляю их остывать на решетке, ну, как минимум час, можно часа 2, и после этого их можно уже дегустировать. Булочки у меня остыли, они потрясающие. Смотрите, какие мягкие, воздушные, шикарные. Очень ароматные. Всегда закваска придает необыкновенный какой-то кисломолочно-творожный оттенок, даже если никакой кислинки потом вы во вкусе не ощутите. Вот этот оттенок аромата, он всегда есть. Давайте смотреть. Вот такой мякиш, шикарный. Вот такая воздушнейшая булочка. Я хочу ее разрезать. Она еще чуть-чуть теплая внутри, смялся немного мякиш. Вот когда вы режете теплым, вот такие задиры на мякише появляются. Но мякиш, конечно, фантастический. Так, все, ставлю кофе и буду дегустировать. Сейчас утро, поэтому они не должны мне повредить. Я надеюсь, я многих порадовала этим рецептом. Пеките на здоровье, получайте огромное удовольствие. А мы с вами продолжим печь. Испечем еще много всего интересного. Обязательно поставьте лайк. Приглашайте друзей, родственников, подруг, знакомых и незнакомых. Пусть домашних пекарей становится больше.